Официально приветствую вас на официальном же канале. Ну или можно проще – Ни хао. Поскольку у нас на обзоре снова представитель китайской фортепианной культуры. Причем на этот раз действительно поднебесный, ибо сегмент премиальный. Прошу жаловать цифровое фортепиано Pearl River F53. А вот любители, для того и обзор делаем. Прежде всего, облегчим себе задачу. Начинка этого пианино абсолютно то же самое, чем щеголяет его собрат по премиальному сегменту Pearl River S5. Обзор S5 у нас на канале уже есть. Те же 26 тембров, 30 стилей аккомпанемента, запись одной композиции на 22 тысячи нот, чемпионская премиальная полифония 512. А стоит 53-я заметно дешевле S5. И на вкус и цвет, точнее на тач и звук, будет поприятнее. Это отчасти субъективно, поэтому пройдемся по фактам. Корпус F53 может быть палисандровый, как этот, или в черном матовом цвете. Его крышка поднята почти до высоты акустических пианино, и сверху находится обширный резонатор. О нем еще вспомним. А динамики унесли вниз, в широкую акустическую полосу чуть ниже коленей исполнителя. Причем нижние ноты и звучат с левой стороны. Высокие верхние слышны правее. Как этого добились инженеры Pearl River, не знаю. Но фишка вышла отменная. Полновзвешенные 8-октавные клавиатуры всех пианино Pearl River поставляет итальянская фирма Fatar, известная аж с 1956 года. В 1953-й приятный сюрприз. Под пластиком с имитацией слоновой кости настоящее дерево. Текстура на клавишах не пропечатана, однако они совершенно не скользкие и правильно проградуированы. Выговорил. Не слишком мягкие и не особо жесткие на нажатие. Вернемся к резонатору. У корпусных цифровых пианино, начиная со среднего ценового сегмента, бывает функция включения и отключения вот этого самого резонатора. Все вот это дерево, оно как бы добавляет в тембр свой объем и обертоны. Или выключено из процесса. В других обзорах мне как-то не случалось попробовать и оценить эту функцию. Что ж, наверстываю упущенное! Понимаете? Не могу сказать однозначно. Вроде какое-то изменение окраски звука есть. Или, может быть, меня обманывает моя собственная голова, которая знает, что резонатор включен либо выключен и делает выводы этим, а не этим. А что вы скажете? В комментарии будьте любезны. Ну и подписочку не забудьте оформить. Вы в курсе. Давайте на примере F53 поговорим о контроле, то бишь управлении функциями инструмента, и о различных стандартах этих самых управляющих процедур. Разница между подходами китайских и остальных производителей давно заметна и теперь уже вступает в фазу соперничества. А значит, и нам пора обратить на это внимание. Именитые бренды используют, так сказать, технологию Shift.
как на компьютерной клавиатуре. Хочешь большую букву или значок вместо цифры, нажимаешь и держишь Shift, нажимаешь нужную клавишу, все получилось. Китайские производители некоторое время пробовали разные системы управления и вроде как остановились на 2 или 3 нажатиях. То есть нажали и не держим функциональную клавишу, затем нажали клавишу или кнопку изменения параметра и еще раз на функцию подтвердили операцию, вернулись в главное меню. Ну или функциональная клавиша сама погаснет через несколько секунд. Это, в общем, логично и довольно удобно, хотя пока непривычно. Ну что ж, будем привыкать! Вот, уже начинаем песни петь. В 53-й перле, кстати, для этого предусмотрено кое-что особенное. Но сначала про общее, даже общепринятое подключение. Их не так много для инструмента премиального класса. 3 педали в комплекте, на задней панели стерео-вход и стерео-выход. Все на больших джеках, явно для работы в студии или на сцене. Плюс USB, протокол MIDI работает оттуда же. Под передней панелью 2 выхода на наушники, тоже на больших джеках. И, обещал же что-то особенное, 2 микрофонных входа. С этим пианино можно петь хоть арии, хоть караоке, хоть романсы. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет, солнце взойдет, солнце взойдет. Вот как мы в Piano by умеем. И вы с этим инструментом, будьте уверены, сможете так же. Кстати, прямо на пульт подключения микрофонов вынесена регулировка уровней реверберации, эхо для вокалиста. Сам инструмент предлагает сделать красиво. Холодный ветер с дождем усилился 100-кратно. Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. О-ой-яй-йо, батарейка. О-ой-яй-йо, батарейка. О-ой-яй-йо, батарейка. О-ой-яй-йо, батарейка. Помните, что было в начале? Жаловать – да, а вот любить ли? Скажу так, 53-я перла достойна уважения, поскольку и сама является достойным инструментом. И звук, и клавиатура, и внешний вид – все в порядке. Смело можно сравнивать с далеко не самыми базовыми моделями знаменитых брендов. Прямо напрашивается на конкурентное сравнение инструмент из премиального сегмента бренда Kawai, а именно модель CN39, обзор которой легко найти на нашем канале. А сравнение у нас, точнее у вас, сейчас будет с более новым инструментом из также премиального бренда Kawai, моделью CA49. Слушайте, сравнивайте. Хотя, сказать честно, такое вот сравнение не вживую, есть тут вопросы. Кстати, этой и похожим темам мы посвятим отдельный ролик скоро на нашем канале.
Сравнивая со знаменитыми, вспомним про еще одно – соотношение цены и качества. С одной стороны, да, инструмент не дешевый, из премиального сегмента. С другой стороны, его возможности и их разнообразие в совокупности превосходят все, что могут предложить конкуренты. Для кого, по нашему мнению, предназначено цифровое фортепиано Pearl River F53? Для студии, для сцены, для занятий музыкой как самых серьезных, так и откровенного веселья, песен с танцами. Ваши соображения по поводу всего представленного ждем в комментариях. И про соцсети Piano Buy не забывайте и не оставляйте их без внимания. Вот как раз за внимание, в том числе к предложениям Piano Buy, мы вас благодарим и желаем. Будьте здоровы и успешны. Мы тоже очень постараемся. Пока! Thank you.